Чего мне только стоило эта горилла? Не, серьезно, смотрите. Крутая идея, но на чем играть? Не на горилле же. Вот так я и обрек себя на 3 часа в маршрутке. Ну и естественно, денег на новую гориллу у меня не было. Где? Фух, настала пора записывать звуки, но даже уже купив гориллу, я вообще не представлял, как из нее извлекать звуки музыкальных инструментов. С ботинком все было намного проще. Ну, как извлечь из нее звуки барабана, понятно. Барабаном вообще может стать любой предмет, особенно если вы не в настроении, но как заставить ее петь? Короче, ничего умнее, чем скрипеть пальцем по коже, мне не пришло в голову. Такой АСМР стоял, вы бы слышали. Когда я наконец-то записал относительно ровный звук скрипа кожи, мне предстояло выполнить еще один челлендж, понять, какую ноту он играет, а слухач я еще тот. Слава скотчу, что в Logic встроен тюнер. Так что, если вам вдруг было интересно, какую ноту вы получите, скрипя пальцем по кожзамовой заднице плюшевой гориллы, это до диез. Ну и естественно, я не был бы собой, если бы в зацикленном звуке сами слышали, чего не услышал потенциальную мелодию крутого бита. Простите, не смог удержаться, я вообще слаб на такие битбоксовые вещи. В итоге я понял, что некоторые звуки меня совсем не устраивают, я решил их перезаписать, хотя в итоге это почти не пригодилось. В итоге. Вы уснете, если я вам буду рассказывать, как я все это сводил, но если вкратце, то капец. Причем и в смысле долго, и в смысле интересно. Но ты же здесь за результатом, а не моей болтовней, так что давай к делу. Результатом я не вполне доволен, но надо признать, что и цель была достаточно велика. Воссоздать песню на том, что в принципе не может издавать никакие звуки. Без обид. Это вам не ботинок. Для кавера я выбрал, конечно, самые популярные песни Gorillaz, так что наслаждайтесь. Потому что я эти адские звуки слушать уже не могу.